Это сводка новостей об армянском футболе и обо всем, что с ней связано. Начнем с очень приятной новости. Вице-капитан нашей национальной команды Эдуард Спирсян еще не перешел в европейский топ-клуб, но зато уже перешел в клуб женатых. Наш любимый Эдик женился на армянке. Ее зовут Алина Карапетян. Кстати, она приходится родственницей экс-нападающему сборной Армении по футболу Александру Карапетяну. Торжество было в соответствии с армянскими традициями. Жених приехал за невестой под армянские песни и пляски. Приветствуем! Многочисленные гости сопровождали его танцами. У них на руках были корзины с цветами, фруктами и другими подарками. Кстати, церемония венчания состоялась в армянской церкви в Краснодаре. Сама свадьба отличалась большим размахом и количеством гостей. Среди них было много футболистов из сборной Армении и футбольного клуба «Краснодар», а также такие известные личности, как Нобеля Рустамян, Сосо Павлиашвили, Размикамян и другие. От всей души хочется пожелать молодой семье благополучия, процветания, долгих лет счастливой совместной жизни и много детишек. Молодая звездочка сборной Армении и новичок Мюнхен-Гладбахской Боруссии Рант Леон Ранус в интервью изданию Bild рассказал, почему у него в предыдущих документах значилась фамилия Мамедова. Мамедова – фамилия моей матери, Ранус – отца. Я взял фамилию отца, когда мне стало 18 лет. Планируется, что скоро нас всех будут звать Ранус, включая маму, пояснил футболист. Ну а нам на самом деле совершенно не важно, откуда эта фамилия взялась. Главное, что этот парень армянин и гордится этим, а еще, что он замечательный футболист. На матче Армения-Латвия, который закончился со счетом 2-1 в нашу пользу, кстати, репортаж о нем есть на нашем канале, ссылка на него будет в описании, присутствовал наш соотечественник Арсен Захарян вместе со своим отцом. Какова цель этого визита, пока неизвестно. Напомню, что Арсен выступает за национальную сборную России, но среди болельщиков ходят слухи, якобы Арсен может поменять гражданство ради перехода в Европу. На самом деле это невозможно, пока невозможно. Более правдивой выглядит версия, что Нобеля Рустамян снимает с футболистом новый выпуск своей передачи, в рамках которого они посетили Армению. Лично я призываю перестать хейтить Арсена, ошибаются все, в любом случае это все еще наш парень. Кстати, об ошибках. Александр Коваленко, который уже заиграл за Россию в товарищеские игры с Киргизией, в отличие от Захаряна, все еще может поменять национальную команду. И он дает недвусмысленные сигналы об этом. Футболист отказался от перехода в «Зенит», где его ждут хорошая зарплата и скамейка запасных. Многие спортивные издания говорят о желании внука легенды ереванского «Арарата» перейти в европейский чемпионат. Вполне возможно, что именно поэтому Коваленко-младший так стремится получить армянский паспорт. Как вы к этому относитесь? Мне кажется, от любого усиления нам отказываться не стоит. Тем более на его позиции из качественных футболистов у нас только Иву. Да, футболист некрасиво поступает, но ведь и Тикнезян вначале отказывался от вызова в сборную Армении, а сейчас он один из любимцев публики. В любом случае подождем увидим, как говорится. Другой кандидат в национальную команду Армении Эдгар Севикян самым активным просится туда. Вот что он рассказал журналистам по этому поводу. Были периоды, когда я общался с представителями Федерации футбола Армении, но сейчас переговоров нет. В этом сезоне я получал мало игрового времени. Логично, что разговоров стало меньше. Но я всегда говорил, что считаю себя армянином. Поэтому, если у меня появится возможность играть за сборную Армении, я буду очень доволен. 21-летний полузащитник Нижнего Новгорода только в конце сезона начал постоянно выходить в основе своего клуба. Но он еще молод и может прибавить. Да и для обоймы точно не помешает нам. Надеюсь, Эдгар получит свой шанс. А вот Степан Оганесян из Оренбурга не спешит воспользоваться своим шансом. Его интервью о выборе футбольного гражданства вызвал шквал критики среди армянских болельщиков. Пока никакой конкретики в вопросе смены спортивного гражданства нет. Контакт с Федерацией футбола Армении у меня был, но сейчас я об этом не думаю. Сейчас я в отпуске, отдыхаюсь, готовлюсь к следующему сезону, заявил футболист. Основная претензия болельщиков к его подходу. Дескать, я отдыхаю не до Армении сейчас. Уж слишком это неуважительно по отношению к стране, честь которую ты, возможно, будешь защищать. Мне кажется, что не стоит спешить с вызовом Степана. Пусть еще проявит себя и потом сам попросится, как тот же Севикян. А мы тогда подумаем, если не будем в отпуске, конечно.
А что вы думаете по поводу всех этих новостей? Пишите свое мнение в комментариях и обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Буду очень благодарен всем, кто поможет развитию канала материально. Их ники будут указаны в следующих видео. До новых встреч!